Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре игровая мышка Xtrfy M4 RGB, и конкретно это лимитированная серия, которая называется Street Edition. Здесь такой у нас дырчатый дизайн корпуса и соответствующая экономия веса. Не могу сказать, что это прям какое-то там супер инновационное решение, но тем не менее выглядит и ощущается очень прикольно. А чем еще удивит нас эта мышка, смотрите в обзоре. Начнем мы с распаковки, потому что я уверен, вам тоже это понравится. Вообще мышка поставляется, как вы можете видеть, вот в такой небольшой обычной картонной коробке. Внутри у нас здесь, естественно, находится сама мышка. После у нас под ней лежит конверт, здесь есть инструкция, есть дополнительные ножки для скольжения, это всегда приятно. А также есть стикер с логотипом, правда он какой-то здоровенный, я не знаю, куда его прилепить, но как бы есть да и есть. Но вот что самое приятное, это два кейкапа на клавиатуру. Есть красный и черный. На черном у нас здесь нарисован логотип Xtrfy, а вот на красном написано GG. И мы можем установить этот кейкап на любую игровую клавиатуру, вместо какой-то клавиши, потом забиндить на нее GG и спамить товарищам по команде. Шутки шутками, но давайте перейдем все-таки уже к дизайну. Первое, на что я обратил внимание, не на мышку, как обычные люди, а на кабель. Он приятный на ощупь, с хорошим тканевым таким паракордом, но мне что важно, он очень транспортабельный. У него здесь есть защита от перегиба, он мягкий и достаточно легкий. Кроме того, у него практически отсутствует эффект памяти, как бы я его там не скручивал и не кидал к себе в рюкзак. Что касается мышки, то, как я ранее говорил, здесь у нас дырчатый дизайн. И, кстати, Xtrfy предлагает выбрать себе дизайн по душе вот действительно из широкого ассортимента. У меня, напомню, это Street Edition. Ну и что-то уличное в этом есть, особенно с этим тканевым паракордом. Знаете, как какие-то, я не знаю, спортивные кроссовки, стильные и дерзкие. Вес мыши составляет около 70 грамм, и сделана она из пластика. И когда вот вы ее берете в руку, прям чувствуется, что она выполнена из добротных материалов. Несмотря на дырки в корпусе, она очень прочная, здесь ничего не скрипит, сборка на высоком уровне. Форма у мышки спорный вопрос. Это, как я считаю, необходимо просто брать и примерять себе. Но конкретно мне она была удобной. Я ее тягаю вот уже примерно 2 недели и привык к ней очень быстро. Единственный момент, кнопки для большого пальца здесь расположены только слева, то есть мышка ориентирована для правшей, но, кстати, сами кнопки расположены, я считаю, на оптимальном расстоянии, потому что каким бы хватом я ее не брал, мой большой палец всегда оказывается примерно где-то посередине. Снизу мышки у нас здесь есть ножки для скольжения, которые довольно крупные. И я напомню, что если вдруг что, и они и затрутся, то у нас есть комплектные запасные. Слева от сенсора здесь вынесена кнопка переключения DPI. Понять, какой уровень мы можем с помощью индикатора. Но сейчас я подключу ноут, мышку, для того, чтобы показать, как это все работает. Кстати, подключил я мышку сейчас в Lenovo ThinkPad X1. Это ноутбук, на который я совсем недавно делал обзор. Кто вдруг не видел, можно его посмотреть вот здесь. Я оставлю ссылку в описании видео. Ноут, я вам скажу, очень премиальный и очень прикольный. Обзор стоит посмотреть. Что касается мышки и индикаторов значения DPI, то, во-первых, я вам скажу, в 2020 здесь есть инструкция, на которой отмечены все значения DPI. То есть там, например, когда у нас красный цвет, это 400 DPI, желтый 800, оранжевый 1200 и так далее. И все это переключается вот здесь, вот напомню, с помощью кнопки. Всего есть 8 положений, поэтому выбрать себе удобный вы точно сможете. В нижней же части мышки у нас здесь расположился тумблер переключения частоты опроса нашего сенсора. И здесь есть несколько положений, это 125 Гц, 500 и 1000. Ну и все это удобно переключается, мышка тоже светится и подсказывает, какое сейчас положение вы выбрали. Кстати, отдельно хочу рассказать вам про подсветку. Она здесь выполнена в виде окантовки по периметру, и она пронизывает абсолютно весь корпус из-за этого дырчатого дизайна и еще раз как бы подчеркивает ее стильный вид. Выглядит, как по мне, это круто. А еще что прикольно, если заглянуть вот сюда, то можно увидеть логотип Xtrfy, который спрятался у нас в корпусе. И это, как по мне, гораздо интереснее, нежели его нанесли бы где-то здесь сверху. В общем, выглядит прикольно.
Переключать подсветку мы можем с помощью вот этой кнопки. И да, это не переключение DPI. DPI, напомню, что у нас снизу. Здесь это настройка RGB. Ну и, кстати, если вдруг подсветка вас или кого-то другого будет раздражать, то ее можно легко выключить, опять-таки, с помощью этой же кнопки. Но, правда, мне кажется, что в таком виде она уже выглядит достаточно скучно. И все-таки с RGB это все работает гораздо прикольнее. Что по поводу удобства, то мне лучше всего зашел, знаете, такой полуладонный, полукогтевой хват. Чтобы полностью положить ладонь, то девайс все-таки немножко маловат, потому я и призываю вас вначале подержать ее в руках, примерить, ну и для себя уже как-то разобраться, насколько она конкретно вам заходит. Еще хотелось бы отдельно отметить, что она такая слегка горбатая, и, наверное, потому в руке она у меня сидела очень надежно и комфортно. Что касается основных кнопок, то они нажимаются достаточно четко и тактильно приятно. Кстати, она достаточно тихая, вот так звучат все ее кнопки. Колесо имеет практически бесшумную прокрутку с мягкими, но, знаете, такими различимыми пошаговыми отсечками. Еще к плюсам мышки я бы отнес новейший сенсор от PicsArt. Отличное скольжение по абсолютно любым поверхностям, и по столу, и по коврику. И мне кажется, мышь отлично подойдет как для игр, так, например, и для каких-то повседневных задач. Единственный момент, что мне немножко не хватало кабеля, его длина здесь 1,8 метра, и кому-то может не зайти форма, потому что все-таки эта мышка исключительно для правши. Но в то же время легкий и эргономичный корпус и действительно стильный дизайн, особенно с этой подсветкой. Друзья, с вами был Сева Приходько, и подождите, а сейчас не выключайте это видео, сейчас самое важное, если вы уже досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам мышка, как вам обзор. Не поленитесь поставить лайк, потому что у вас это займет всего 2 секунды вашего времени, но это будет огромный вклад в продвижение канала, и я буду вам очень благодарен. Ну а если вдруг вы на канале оказались впервые, то обязательно подписывайтесь, здесь много всего интересного выходит, ну и как всегда, скоро увидимся.